Весь мир сейчас пугают продовольственным голодом в связи с тем, что Украина не может поставить зерно на мировой рынок. Мы разобрались в этой ситуации. Украина действительно занимает 5-е место в мировом производстве зерна. Это 8,5%. На первом месте находится Россия и Соединенные Штаты Америки. Возникает вопрос, может ли 8,5% зерна привести к мировому голоду в случае непоставки на мировой рынок? При понимании того, что часть зерна уже уворована Российской Федерации, оно вывозит ее с территории Украины. Часть зерна все-таки можно обеспечить поставки железнодорожным и иным транспортом из Украины. То есть примерно мы можем эту цифру уменьшить. Ну, давайте разберемся все-таки, какие здесь есть способы решения этой проблемы. Первое, что необходимо понимать, все-таки причиной этой ситуации является война, которую развязала Россия при поддержке режима Лукашенко против Украины. И поэтому нужно решать проблему, исходя из причины. Потому что из-за этого заблокированы морские порты, через которые осуществлялись поставки украинского зерна. Если решить эту проблему, значит открываются порты и можно осуществлять поставку. Эту проблему не решает кто? Российская Федерация. Поддерживает это кто? Режим Лукашенко. Сейчас же нам предлагают решить проблему следствия. Какие есть еще варианты? Конечно, обсуждался вопрос, например, предоставления судов Канады и Великобритании при поддержке сил НАТО для того, чтобы обеспечить вывоз этого зерна. От этой идеи, насколько я понимаю, сейчас скорее отказываются. Есть вариант доставки зерна железнодорожным транспортом, но для этого необходимо развивать инфраструктуру на линии государственной границы, прежде всего, если мы говорим Украина и Польша. Это трудозатратно, это финансовые затраты, но в любом случае это будет делаться, потому что Украине необходимо обеспечить поставки как своей продукции, так и импорт соответствующей продукции Украины с учетом того, что два государства фактически занимают вражескую позицию в отношении Украины. Это Россия и Беларусь. Есть еще вариант, как мы знаем, недавно состоялась встреча министров обороны стран-союзников, которые поддерживают Украину, и предоставлено Украине будет в ближайшее время оружие, которое могло бы позволить оттеснить российские военные корабли из Черного моря и обеспечить поставку зерна. Но это тоже необходимо на это время. Есть еще один вариант решения этой проблемы. В связи с тем, что Украина лишилась возможности доступа к морю, фактически эта страна имеет право с точки зрения международного права претендовать на то, что государства обязаны обеспечить в ее интересах транзит. Соответственно, таким государством может быть Беларусь. И режим в Беларуси просто обязан, без всяких предварительных условий, снятия санкций или не снятия санкций, просто обязан предоставить такую возможность Украине для транзита поставок зерна в те страны, которые готовы осуществить перевалку и дальнейший экспорт в те государства, где есть такая потребность. Так что здесь невозможно рассматривать никаких предварительных условий ни со стороны России, ни со стороны режима Лукашенко. Опять же, говорю как белорус. Я понимаю, что под угрозой жизни и здоровья людей, которым необходим хлеб. Но с другой стороны, мы также понимаем, что в белорусских тюрьмах находятся белорусы. И получается, что белорусам, находящимся в тюрьмах, необходимо чуть еще потерпеть, посидеть какой-то период времени для того, чтобы решить эту проблему. Наверное, это не совсем справедливо. Поэтому 1200 причин, почему это 1200 политзаключенных, как минимум официально признаны, почему мы не должны соглашаться ни на какие ультиматумы со стороны режима. Режим Лукашенко обязан это обеспечить транзит украинского зерна, если не срабатывают другие варианты. Ответственному за внешнюю политику заместителю руководителя НАУ Владимир Николаевич, скажите, эта ситуация по зерну. Какие, на ваш взгляд, есть способы решения этой проблемы, обеспечения поставок украинского зерна на мировой рынок? Наверное, вариантов у мирового сообщества много. Я бы начал с самого прямого и самого короткого. Беларусь обязана пропустить украинские грузы, потому что Украина сегодня заблокирована от выхода к морю в результате военных действий. Можно ее рассматривать как внутриконтинентальное государство, которое имеет право беспрепятственного транзита до ближайшего порта. И я думаю, что такая постановка вопроса была бы абсолютно правильной и обоснованной. То есть с точки зрения международного права режим Лукашенко фактически обязан обеспечить транзит без всяких предварительных условий? В принципе, да. Это право замкнутого без моря государства доступа к ближайшему порту. Если мы исходим из того, что все украинские порты сегодня заблокированы
в результате военных действий, то у Украины возникает такое право в отношении портов в Балтийском море, и все страны должны ей оказать содействие в том, чтобы к этим портам грузы могли идти. Спасибо. Вот видите, такая позиция Народного антикризисного управления.